Раки, приветствую вас на моем канале. Это видео про Уран в Близнецах. 7 июля 2025 года Уран, планета перемен, обновлений, революций, освобождения, впервые за многие годы входит в знак Близнецов. Последний раз он там был 84 года назад. Это начало нового большого цикла, который продлится до 2032 года. Как Уран в Близнецах будет влиять на наш мир в целом и что происходило в прошлый транзит, я рассказала в отдельном видео, ссылку оставлю в описании под этим гороскопом, переходите, смотрите. Это будет первый заход Урана в знак Близнецов с июля по ноябрь 2025 года. Затем ненадолго он вернется в Телец, закончит там все незавершенные дела и уже весной, в апреле 2026 года окончательно перейдет в новый знак на ближайшие 7-8 лет. Этот переход запускает глубокие сдвиги, и лично для вас он затрагивает очень тонкую и важную сферу жизни. Уран — это планета пробуждения. Он может приносить внезапные повороты, озарения, резкие перемены, внутренние сдвиги, то, чего мы не ожидаем. Иногда это шок, иногда освобождение от того, что давно тянуло вниз. Уран буквально выдергивает из застоя, особенно в тех темах, где вы застряли или жили в иллюзиях. В вашем случае он начинает двигаться по вашему 12-му дому гороскопа, дому тайн, завершений, изоляции, эмиграции и внутренней жизни. Это может проявиться как желание уединиться, так и сильное внутреннее пробуждение. Может быть выход из психологического тупика или неожиданный отъезд, работа за границей. Это не про стабильность, это про глубокое освобождение, в том числе от себя прошлого. В этом году Уран будет идти по первым градусам знака Близнеца. Он дойдет приблизительно до 3 градуса. И это значит, что в 2025 году его влияние раньше других почувствуют те, у кого Солнце, Луна, Асцендент или другие важные точки планеты находятся от 0 до 3 градусов знака Близнецы. Может, у вас там Асцендент, Луна, другая какая-то личная планета важная. Если у вас от 0 до 3 градусов в знаках Девы, Рыб или Стрельца есть какие-то планеты, для вас это может быть резкий переход с ощущением, что все ломается внутри. А если у вас эти точки от 0 до 3 градусов в Раке, Скорпионе или Тельце, это может быть мягкий, но глубокий толчок к свободе, к прощанию с прошлым, к интуитивным каким-то инсайтам и к духовному этапу. У меня появилась идея. Я как представительница уранической стихии постоянно что-то придумываю. Если вы хотите глубже понять, как может проиграться Уран в вашей жизни в ближайшие 7 лет, давайте сделаем это видео полезным не только для вас, но и для других. Вспомните, что происходило у вас за последние 7 лет, пока Уран шел по вашему 11-му дому, дому друзей, окружения, планов на будущее, сообществ, интернета, групп, как изменялась ваша социальная жизнь, отпали ли какие-то люди, может быть, какие-то друзья, может, вы с ними расстались, у вас появились новые, может, какие-то неожиданные знакомства появились, поменялись ваши мечты, цели, ориентиры, или вы перестали быть как все и стали больше слушать себя. Может быть, наоборот, ушли из какой-то группы людей, которая больше не давала вам развития. Напишите об этом в комментариях. Это может быть очень полезно львам, потому что именно у них сейчас Уран заходит в их 11-й дом гороскопа. Уран в Тельце чувствовал себя не в своем знаке, перемены могли быть жестко. У вас совсем по-другому будет, потому что Уран сейчас будет в воздушной стихии. В Близнецах он чувствует себя прекрасно, другая энергия, поэтому перемены будут не такими жесткими, как были для Тельцов по 12-му дому. Но все-таки вы можете зайти посмотреть, как у них проигрывалось. Если вам понравится моя идея, будет для вас полезной, подписывайтесь на меня, потому что я, как придумаю что-то, я люблю придумать что-то необычное и быть для вас полезной. Самое главное — доносить больше информации и рассказывать вам, как правильно проживать любые транзиты, что будет вас ждать, к чему вам нужно готовиться. Поэтому делитесь в комментариях. Уран переходит в ваш 12-й дом гороскопа, а это значит, что в ближайшие годы начнут происходить перемены, которые вы не всегда сможете объяснить логикой. Они будут касаться вашей внутренней жизни, подсознания, ощущений, страхов, одиночества и прошлого. Это не поверхностные перемены, это повороты, после которых вы будете чувствовать, что вы уже не тот человек, которым были раньше. Ваша интуиция может резко усилиться, вы начнете по-другому чувствовать людей, заранее предугадывать события, видеть какие-то вещи и сны по 12-му дому. Вы можете начать неожиданно для себя интересоваться психологией, духовными практиками, не для развлечения, а потому что почувствуете, что есть что-то большее, чем просто видимый мир, и захотите в этом разобраться. Может быть, даже это станет вашей профессией. Вы можете почувствовать сильное желание уединяться чаще. Это может быть и пауза в общении с какими-то людьми, временное или добровольное одиночество, отъезд, может быть, ретрит какой-то поедете, переезд в другое место. Может внезапно вам прийти идея, к примеру, на следующие выходные хочу куда-то поехать за город, одна или один, на несколько дней, без телефонов, без ничего.
Вы можете уйти из привычной среды, отключиться от лишнего шума, удалить соцсети, начать медитировать. И не потому, что надо или другие так делают, а потому что просто внутри вас будет потребность побыть с собой, услышать себя, понять себя. Это может быть связано и с усталостью, и с внутренней перезагрузкой, и с тем, что старые схемы больше не будут работать. Кстати, 12-й дом — это дом тайн. Я сейчас вам тоже открою небольшую тайну. Некоторые из вас пишут в комментариях, что я читаю с бумажки, с листочка гороскопы. Конечно же, я их читаю с бумажки, как вы говорите, с бумажки, я их читаю с гаджета. Я их сама составляю. Не вы для меня составляете эти гороскопы каждую неделю. И не сидите по несколько дней и убираете что-то лишнее, такую воду, которая вам не нужна. Я хочу дать вам нормально ценную информацию, без паузы, без красования себя в кадре. Я ничего против не имею, кто себя показывает в кадре, но все читают с листочка, и те астрологи, кто сидят перед экраном и рассказывают вам ваш гороскоп, у них на экране идет телесуфлер, то есть у них экран, запись экрана, и по экрану идет текст, который они тоже сами написали и составляли. Просто они составляют его так, чтобы только важную информацию вам дать, и читают этот текст с экрана. Также и я вам рассказываю только нужную информацию и сама составляю эти гороскопы. Не вы для меня их составляете, это для тех, кто постоянно это пишет в комментариях, как будто, не знаю, хотят меня чем-то задеть. Никто мне домой каждый день не приносит эти гороскопы составлены. Это вам я раскрыла секрет, что если вы думаете, что такие астрологи просто учат наизусть все 12 гороскопов, просто как стихотворение, без запинки, и не монтируют потом свое видео, не читают, вы ошибаетесь. Нету такой памяти уникальной ни у кого. А у меня тем более, у меня очень вообще плохая память, кстати, только на числа у меня хорошие. Поэтому вот я вам открыла тайну, что не только я читаю. Мы сами составляем и сами читаем. Так, прошу прощения за рекламную паузу. Идем дальше. Что у вас еще по 12 дому может происходить? 12 дом — это еще психосоматика, и Уран может вытаскивать то, что подавлялось, что у вас на подсознании. Может, вы давно откладывали поход к психологу или психотерапевту, у вас какие-то страхи. У многих из нас есть и страхи, и травмы какие-то. Травмы я имею в виду психологические. Может появиться хроническое напряжение, усталость, тревожность. Все это может неожиданно выйти на поверхность. Если вы все это, не залечивали, замалчивали какие-то обиды, это все неожиданно может дать всплеск. Еще Уран может дать вам классного специалиста, который вам поможет, или какие-то новые методы восстановления, нетрадиционные, духовные какие-то практики, медитации, йога, телесные какие-то дыхательные практики. Уран может дать вам неожиданное освобождение от всего этого груза, особенно по 12 дому. Вы можете отпустить то, что тянули много лет, перестать бояться одиночества, перестать цепляться за старое. Начнете чувствовать себя более свободными по Урану, без слов, без статуса, без внешнего давления. У многих из вас может неожиданно появиться интерес к астрологии, к таро, рунам, нумерологии, в принципе, к эзотерике. И не просто из любопытства, а вызов. Это будет какой-то внутренний зов, а может кто-то из вас начнет вести YouTube-канал, Telegram-канал, TikTok, Instagram, неважно, потому что близнецы у нас знак коммуникации. Начнете, к примеру, консультировать, помогать людям. Может, вы наконец-то по Урану поймете, что откладывали это много лет, и вас к этому тянет, и у вас к этому есть способность. Пойдете сначала учиться по эзотерике, по 12 дому в Близнецах, а потом можете начать на этом зарабатывать и сделать из этого хобби, сделать из этого свою профессию новую. Кстати, по 12 дому может быть период неожиданного декрета, 12 дом изоляции, и у меня есть знакомая, которая по 12 дому, когда Уран шел по 12 дому, неожиданная беременность была, и 3 года или 4 года декрета. Может, вы не думали, что вам нужно будет уйти в режим тишины и изоляции, и такой неожиданный подарок вам принесет Уран, если для вас это актуально. Может появиться необходимость ухаживать за кем-то, или вы окажетесь в каком-то изолированном месте, к примеру, вам предложат работу в отеле, на острове где-то, или в другой стране. Может, вы уедете за границу, 12 дом — это вынужденная миграция, к примеру, по работе, вам предложат работу, или вы хотите больше зарабатывать, подрабатывать, предложат работу за границей, и вам придется уехать, чтобы улучшить свое финансовое положение. Будете реже видеться с родственниками, друзьями. Может, будете в каких-то благотворительных проектах участвовать, тоже 12 дом, займетесь уходом за людьми. Или, может быть, на удаленке будете работать в изоляции, в полной тишине. Уран будет менять все, что связано с фоном вашей жизни. Иногда буквально вырывать вас из суеты и давать покой, а иногда забирать все внешнее, чтобы вы услышали себя. 12 дом — это еще дом завершений, и когда по нему идет Уран, особенно в знаке Близнецов, все, что устарело, начнет отваливаться и очень быстро. Какие-то люди, которые вам уже не нужны, работа,
связи, все, что устарело, что не приносит вам пользы, что не дает вам двигаться вперед, как Уран любит продвигаться. Все это отвалится от вас. И это не обязательно плохо, это будет как освобождение. Вам, может быть, в какой-то период вам будет тяжело, но в итоге вы поймете, что это освобождение от всего ненужного. Старые роли, связи, страхи, долги, внутренние программы, все, что мешало вам двигаться вперед, может внезапно завершиться. Иногда это будет выглядеть как будто что-то рушится само по себе, но на самом деле это освобождается место для чего-то нового в вашей жизни. У меня сейчас в личной карте транзитный Уран и Плутон идут по 12 дому уже весь год. И у меня это проигрывается, в принципе, вообще как последние 3 года, как изоляция, эмиграция. То есть я жила в той стране, но откуда я не могла поехать домой, увидеться с семьей, с близкими, с родными. И ко мне не могли приехать из-за обстоятельств. И это у меня проигралось как 12 дом, как эмиграция и изоляция вынужденная. Так что не нужно бояться. Конечно же, грустно, что я не могу видеться со своей семьей, но у меня скоро Уран выйдет из 12 дома транзитом. Не значит, что все 7 лет он будет вас изолировать. Нет, конечно. Смотря где, в каких точках, какие градусы. Сейчас, в этом году, если у вас есть планеты, важные точки, от 0 до 3 градусов близнецов, например, Солнце, Луна, Асцендент, Венера, Марс, то вы почувствуете влияние Урана уже в этом году, с июля 2025. Особенно если вы родились с 21 по 23 мая. У вас будет соединение с Ураном, и это будет мощный аспект. Он принесет внезапные перемены, озарения, толчки к новому этапу. Все может измениться. И внешность, и стиль жизни, направление, место жительства, окружение. Будет перезагрузка. То есть, смотря по каким градусам. У кого там дальше 4, 6, 10 градус уже будут чувствовать в 2026 году, 2027, и вот так вот постепенно, пока Уран будет проходить по этим градусам. Не обязательно, что все 7 лет вы что-то будете завершать, у вас будет изоляция и иммиграция. Если вы рак, и у вас Солнце, Луна, Асцендент или другие важные точки находятся от 0 до 3 градусов рака, примерно, если вы родились с 21 по 23 июня, Уран будет делать в этом году к вам гармоничный аспект, мягкий, вдохновляющий. Он не будет ломать вас, не будет давить на вас, будет вам предлагать что-то, на что-то взглянуть по-новому, по-другому. Это может быть внутреннее облегчение, озарение, желание освободиться от чего-то тяжелого, закончить что-то, что тянется годами и тянет вас назад. Все мы почувствуем переход Урана, но вот в этом году конкретно те знаки, у кого от 0 до 3 градусов близнецов есть какие-то важные планеты или точки. И раки, которые рождены, я сказала, с 21 по 23 июня. Вы тоже в этом году можете почувствовать перемены от Урана. Могут быть и внешние, и внутренние. Может меняться ваше отношение к прошлому, к себе, к одиночеству, к тишине, к изоляции, к уединению. Пишите в комментариях точную дату рождения, время рождения, место рождения. Я посмотрю, в каких градусах у вас, если есть знак близнецов, в каких градусах у вас Солнце, Луна, Асцендент, и скажу вам, когда вам ждать какие-то видимые перемены от Урана. И хорошо будут работать любые практики уединения. Даже уделяйте себе, 10 минут тишины, наедине с собой, медитации, ретриты, отключитесь от новостей, сделайте цифровой детокс, побудьте без телефона. Если вы не умеете медитировать, почитайте в интернете, посмотрите, как это делать. Какое-то творчество может быть, кстати, может у вас будет какое-то хобби в одиночестве, вы чем-то будете заниматься, не знаю, бисер там какой-то или шитье, еще что-то. Какое-то хобби у вас может появиться, когда вы будете или книги читать, к примеру, прогулки без телефона. Все это очень хорошо будет по 12 дому очищаться. Уран по 12 дому может давать вам сверхчувствительность. И если вы начнете себе мешать, будете тревожить тело. Если наоборот пойдете навстречу, откроетесь потоку, то будет и освобождение, и озарение. Вам будет легче пройти этот транзит Урана. Не надо тащить то, что устарело, отношения, которые уже пустые, людей каких-то, окружение свое, работу, которая выматывает. Этот транзит создан для внутренней свободы. И если вы разрешите себе уйти с виду, но прийти к себе, это может стать одним из самых глубоких и светлых периодов в вашей жизни. Начала вам говорить за тайны и забыла договорить. 12 дом — это дом тайн, каких-то скрытых процессов, поэтому, может быть, вам предложат какую-нибудь работу, которая будет не на виду, или где-то в отеле, медицинском каком-то учреждении, неожиданная какая-то будет возможность. И тайны могут скрываться неожиданно, какие-то тайны, ваши или чужие, по 12 дому.
поэтому будьте очень осторожными, если вы что-то скрываете. А, кстати, вы можете, к примеру, у вас будет какая-то неожиданная беременность или работа появится классная, неожиданная, и вы можете держать это в тайне, не рассказывать об этом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить прогнозы на каждый месяц и важные астрологические события. Спасибо вам за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И желаю вам, чтобы этот транзит Урана по знаку Близнецы принес вам очень счастливые и удачные перемены.